В маленьком доме на окраине деревни Лесное жила семья Степана и Софьи. Их дочь Таня была светлой, невинной девочкой, которой исполнилось всего 5 лет. Как-то ранним холодным утром соседи, стоя на улице, шептали о том, что произошло в доме Степана и Софьи. Долгожданный свет одного утра был загашен известием, которое должно было изменить жизнь маленькой Тани навсегда. Снег сыпался, как пушистый плед, укрывая землю. В этом белом царстве баба Дуся, соседка семьи, пришла как-нибудь в эту зиму, чтобы разнести новости о смерти родителей Тани. У ее глаз были полны слез, когда она подошла к дому, где когда-то смеялась маленькая девочка и вместе с ее родителями ждала каждый новый день. Улыбка с лица Дуси исчезла, когда она произнесла те слова, которые навсегда изменили судьбу Тани. «Танечка», — начала она с дрожью в голосе, — «твои мама и папа, они не с тобой, они ушли из жизни». Таня в тот момент не могла понять, что значит «смерть». Разве уходит тот, кто любит? Она думала, что мама и папа просто уехали, как это бывает частенько, возможно, на дачу или в отпуск. Смотрите, как снег вокруг. Разве летом не все уезжают на дачи? Этот простой детский ум искал надежду в каждом ожидании, в каждой минуточке. «Пойдем, дорогая, поживи у меня немного», — предложила Дуся, укрыв Тану шарфом. Она всегда заботилась о девочке, и в тот момент надежды в ее голосе казались более убедительными, чем печальные слова о родителях. Таня, совершенно не зная, что делать и не представляя, как это будет дальше, медленно кивнула. Она сама не знала, что означают эти слова, но с опаской шла за бабой Дусей, и на сердце было тяжело, как от непогоды, что некуда было уйти, кроме как в бескрайность непонятной жизни. На похоронах Степана и Софьи деревенская гуща обсуждала причины их смерти. Сплетница Матвеевна, известная в деревне как искусница-сплетник, завела свой спич, который обворачивал всех. «А ты слышала, что они где-то пили паленку?» Говорят, сама Софья каждый вечер наливала рюмку, как будто поднимала дух, чтобы выжить в этой невыносимой жизни. Подобные разговоры выливались в сгустки ненависти и, казалось, тоже смертельной воды. Каждое слово вгоняло больше страха в сердце маленькой Тани и ранило ее душу. Дуся, стоя в стороне, только вздыхала и, глядя на портреты, висевшие при входе, понимала, что сейчас не время говорить о грехах и что важно быть рядом с той, кто остался, с Танечкой, которая ни с чем не могла смириться. Она знала, как трудно ее маленькому сердечку выбраться из сумрака, прекрасно понимая, что говорить об усопших прямо сейчас — это накладывать горечь на и так без того печальную атмосферу. Видя, как Таня горько плачет, Дуся старалась запечатлеть ее в своих воспоминаниях, какой она была, счастливой, беззаботно играющей в снежках, смеющейся самым безмятежным смехом. С ней уходила невинность с ее неподдельным смехом, как будто бы сама зима забрала ее с собой, оставив лишь холодный дождь слез. Дуся долго думала о том, как можно взять Таню к себе. Она знала, что девочка не должна попасть в детский дом, где воспитывались такие же страшные и несчастные дети, не подходящие для обретения любви. Дуся всегда мечтала, чтобы в ее доме была девочка, и теперь, столкнувшись с этой бедой, она решила, ее не оставят, не дадут в обиду судьбе. Сын Дуси, Анатолий, который вернулся из города, был озадачен, но это был тоже его долг, взятый на себя в недовольные годы. «Мам», — сказал он, — «мы не можем оставить Таню одну. Я помогу тебе, мама, как смогу. Будем обращаться за опекой, где возможно». Дуся с надеждой мечтала о более светлом будущем, и ее решимость напоминала свет в темном горизонте. Анатолий, все так же решая вопрос с опекой, собрал все документы, удостоверения и необходимые разрешения. Они вместе с Татьяной ожидали, когда появится возможность подарить девочке новую семью.
И казалось, что какое-то время счастье вновь вошло в жизнь. После подписания всех документов Таня почувствовала себя в безопасности. Дом рядом с бабой Душей стал для нее настоящим обителем, где она, наконец, смогла снова начать смеяться и играть, позволяя себе на мгновение забыть о горечи. Этот дом, хоть и невелик, стал для нее теплом любви и заботы, и даже в темные заблудшие часы ей казалось, что все будет хорошо. Таня могла слышать шепот деревьев, проскальзывающие в окнах, словно само это пространство делало ее частью чего-то большего, как будто сама природа поддерживала ее маленькое хрупкое сердце. Но счастье оказалось недолгим. Дуся, всегда пребывавшая в хорошем здравии и излучавшая тепло, неожиданно заболела. Скорая помощь задерживалась, оставляя Тану в страхе и панике. Дождь резко налетел, накрывая землю своим серым покрывалом. Дуся лежала, задыхаясь, и Анатолий чувствовал, как ужас охватывает его, когда время работало против них. Он не мог представить жизни без нее, без ее материнской любви и поддержки. Когда скорая помощь наконец пришла, Дуся уже не могла говорить, а Анатолий, растерянный и опустошенный, осознала, что была тяжела в ее глазах. Она ушла в мир иной, как звезда в ночном небе, которая внезапно гаснет, оставляя только пустоты. Анатолий, которого пытались поддержать обломки судьбы, понимал, что этот момент навсегда повлиял на его жизнь. В сердце Тани, словно в пустом доме, остались лишь отблески любви. Все было утрачено. Как будто этого было недостаточно, Анатолий, вернувшись домой пьяным, начал угрожать Тане. Алкоголь разъедал его душу, как кислотные капли, разрывающие гармонию. «Ты должна уйти», — произнес он. Его голос был полон гнева. «Ты не нужна мне. Ты должна стать частью детдома». Таня, не желая его злобы, чувствуя себя преданно, не обратила внимания на эти слова. Но в ту страшную минуту, когда Таня осознала, что ее родители действительно мертвы, в ее сердце раздался гром, как в бурю. Она была одна, оставшаяся без своих близких. Так жестоко сносила ее жизнь, будто выбрасывая на свалку. Анатолий отвез Таню в детдом. Здание выглядело как темная тень, поднимающаяся из мрака. Серые стены детдома, словно настоящая тюрьма для души, казались абсолютно неприветливыми. В коридорах было темно, и каждый шаг эхом раздавался в замкнутом пространстве, в которое набивались не только дети, но и страх. Директрисе Анне Васильевне не было дела до тонкостей. Она походила на строгую судью, лишившую Таню последней надежды. «Здесь ты будешь жить, пока у тебя не появится новая семья», заявила она, наполняя пространство невыносимым холодом. В ее глазах не мелькало даже намека на сочувствие, все ее слова утопали в безразличии. Таня вновь ощущала себя как на дне меланхолии, где сквозные тени напоминали о том, что жизнь можно было потерять в одно мгновение. Она не знала, как собрать себя в кучу, как найти свет внутри, когда каждый день был полон строгих правил. Жизнь в детдоме оказалась настоящим испытанием. Каждый день она чувствовала себя как будто на каторге, погруженной в серость окружающей реальности. Как только Таня делала малейшее нарушение, за ней следовали строгие воспитатели с наказаниями, которые наносили раны на ее душу. Никто не обращал на нее внимания, никто не ждал, все ожидали лишь послушания. Каждый вечер, когда в детдоме проходили дни открытых дверей, когда бездетные пары приходили выбирать детей для усыновления, Таня прислушивалась, надеясь, что ее выберут. Она сидела в ожидании, как на игре в рулетку, где была основным ставком. Каждый раз, когда кто-то останавливался вокруг нее, ее сердце билось быстрее, но, к сожалению, подобная надежда прерывалась на пороге. Ни среди сверстников, ни среди новых родителей она не могла найти поддержки. Каждый оставался один, погруженный в собственную печаль, в собственные мечты.
Однажды во время часа тишины Таня слышала разговор, проходивший в кабинете директрисы. Женщина с золотистыми волосами пыталась удочерить ее, но директрисе не нравилась ее социальная история. «У вас нет мужа, квартиры и стабильного дохода», — тоном суда заявила Анна Васильевна, и с каждым ее словом внутри Тани зажигалось страхи. Таня металась между надеждой и страхом. Если бы только она могла быть с этой женщиной, да, может, тогда жизнь снова обрела бы смысл. Эта женщина с блеском в глазах казалась ей единственной, кто способен подарить все это тепло. Но надежды вновь обмануты, когда нет ли с теми, кто мог бы ее спасти. «Я найду способ сделать свою жизнь лучше!» — крикнула женщина с разочарованием. Все казалось волнующим, однако недоумение и страх обвивали Таню. Проблемы с законом были легким предлогом для отказа, и это лишило Таню последней надежды. В тот момент, когда свет ее маленькой жизни погас, все происходило слишком быстро, и обманутые чувства вновь покинули знакомое пространство. Дни проходили, и срок ожидания накалялся до предела. Таня проводила каждый день, молясь о помощи, о том, чтобы кто-то заметил ее, чтобы кто-то искал ее среди всех детей. Неожиданно та женщина, которую она уже начала называть мамой Светой, пришла в детдом, на этот раз с просьбой о работе. Директрисе не было до нее дела, но предоставила место уборщицы, лишь предупредив, что никакие попытки не изменят ее положений. Эта седая реальность оставила Тане лишь намек на надежду, как цветок, пробивающийся сквозь зимнюю твердь льда. Света быстро завоевала доверие Тани, и они стали близки, как мама и дочка, как две половинки, исковерканные бедами. Каждый момент с ней был наполнен заботой и любовью, оставляя на душе свет и активную веру в будущее. Света могла вновь сделать все возможное, чтобы дать Тане тот свет, в котором она нуждалась. «Ты станешь моей дочкой, когда я решу вопрос с детдом», — сказала однажды Света с улыбкой, глядя на Таню. Это было весьма ожидаемым моментом, когда на лице Тани вновь загоралась надежда, чувствовала, как она начинает расправлять свои крылья. Но однажды, когда они сидели на лавочке в саду под ветвями деревьев, Света проявила смелость, чтобы заглянуть в глаза невыносимой боль, переосмысляя целое. Она рассказала Тане о том, что была ее настоящей мамой, и эмоции заполнили все вокруг. Какой удар можно было нанести сильнее, когда целый мир рушится на глазах? Всю свою жизнь Таня искала теплоту и поддержку под крыльями. Здесь больше не было ни тронущих счастливых дней, ни лежащих на полках книг, в которых были бы мнимые счастливые концовки. Света объяснила, как она работала в фирме с ее отцом, который мечтал, что все будет не так, как у других. Череда ошибок и выбора решений стала трудной реальностью, и все это создавало основу страха. Каждый жест, каждое случившееся событие отошло на второй план в сознании Тани, когда она услышала. Света призналась, вспомнив, как Степан и его супруга не могли иметь детей из-за бесплодия. Света с огромной преданностью решила скрыть свою беременность, чтобы не разрушать семью. Ее голос дрожал от боли, а Таня чувствовала, как темные тени прошлых обращений ее захватывают, как ватное облако. Скоро после ареста Света потеряла все. Обманутая и ранимая, она согласилась на ложный договор с Степаном, который обещал заботиться о ее дочке, пока она будет служить праву справедливости. Но в этом самозабвении жизни самой Светы оставалась лишь пустота. Факты обмануть себя, ошиблась и нарывалась на отрицательный итог. Эта ненависть продолжала зреять в ее душе, как темные чувства. Осколками разбивались не только их судьбы, но судьбы тех, кто видел радость. Когда она, наконец, пришла к ним, она столкнулась с тем, что вместе с ее дочкой они отняли у нее то, что составляло семью.
Способы отравления неприятного, сама ненависть к волнениям и сомнению, ее попытки запугать их только обострились. Каждое «прощай» срывалось с губ, когда она осознала свою вину. Таня вновь отправилась на поиски. И не без страха. Вдруг все это было зря, вдруг свет обретался не для всех. Она решила вернуться в Лесное, найти дом родителей и разобраться в прошлом. Заброшенный дом напоминал ей о беззаботных днях. Она находила старые фотографии, трогала их, словно пытаясь аккумулировать каждую мелочь, ассоциируя их с жизнью, с то, как должно быть. Таня наткнулась на белые струны открытых дверей, которые ее настигали, словно ветер, губя надежду. Она списывала каждую деталь, несмотря на ямочки и мрачные краски, которые кажущиеся мертвыми. И тут она встретила участкового Павла Краснова. Он объяснил ей, что родители не погибли от отравления, а просто употребили паленую водку, что все было в пределах широкого обмана. Она была шокирована. Как же страдания перешли в виде тени на ее жизнь, жизни, к которой она стремилась. Таня начала размышлять о своей жизни и бездне, поднимая к ней вечные взгляды. Это, в свою очередь, расправило крылья в песне, а это меньше всего она желала. Ужасная непроглядность, темные коридоры теней. Нетривиальная карта ее существования лишь раздувала ненависть к этому миру, как до сих пор. Но при этом она понимала, что Света не была убийцей, она просто несчастный человек, другая тень, снижающая слезы. Она пошла на могилу родителей, полная надежд, где захотела рассказать им о своей новой жизни, о том, как она научилась летать. «Я нашла свое счастье», — шептала она. «Умирать будут, но они не знали, что смогут уйти, когда она возвратится, когда мечты были крепче, чем жизнь». Но время неумолимо шло, и вскоре пришла весть о том, что Света оказалась в больнице. У Тани началась паника. Она спешила навстречу с той, кто когда-то была ее мамой Светой, искушая тьму жизни, требуя цвета. Когда она увидела Свету в постели, охваченную занавесками, Таня задрожала. «Я здесь, мама Света», — произнесла она, и обе замерзли в объятии, как крепкая нить, соединяя истину, обвязывая все страхи. Света пробуждалась и смотрела на Тану, выискивая утешение. За сколько мгновений исчезали все сомнения, чтобы чудо вновь нашло своих возвратившихся, чтобы они запомнили ту жизнь, где не было потерь. «Я расскажу тебе все, когда выздоровеешь», — тихо пообещала она, обнимая Свету еще раз. С момента, когда две души, полные страданий, соединились вновь, строились новые начала. Они знали, что вместе смогут преодолеть любые преграды, переплетенные между собой, как ветви дерева, укрывающего корни. И, возможно, это и есть настоящее счастье, когда на каждом шаге к дому они будут обретать друг друга, распаковывая каждую тайну и создавая новую жизнь, новую реальность, где можно вернуться не только к счастью, но и к себе.